Каждый ребенок, слыша слово «фараон», в первую очередь подумает «Тутанхамон». Во-первых, созвучно. Во-вторых, благодаря стараниям голливудских продюсеров, в представлении абсолютного большинства история жизни сего царя была славнее славного. Мужик вовсю прославлял Древний Египет, захватывал свеженькие земли, улучшал жизнь верноподданных и оставил после себя богатое наследие. Как же было на самом деле? Давайте разбираться. Вы на канале «Жизнь замечательных». Сегодня рассказ о вялых фараонах, ужасных проклятиях мировых СМИ и, под конец, душещипательная история о безвременной кончине несчастных египтологов. Подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. Тутанхамон вступил на престол 10-летним пацаном, что довольно часто случалось в те времена. Да-да, в Древнем Египте возраст в 10 лет считался более чем подходящим для принятия государственных решений. Известно, что в свои 10 он уже был женат, что был марионеткой в руках придворных чиновников и жрецов, для которых он избавился от религиозного культа, организованного своим предшественником, и, да, пожалуй, и все. Несмотря на обилие живописи в красках, изображающей военные подвиги юного фараона, какого-то подтверждения существования этих подвигов не нашлось. Как метко сказал археолог Говард Картер, обнаруживший гробницу Тутанхамона, при нынешнем состоянии наших знаний мы можем с уверенностью сказать только одно. Единственным примечательным событием его жизни было то, что он умер и был похоронен. Не тянет на славную жизнь, правда? Откуда же тогда популярность, вдруг спросите вы? Все как всегда. Скандалы, интриги, расследования. Оказывается, в глазах историков Тутанхамон оставался малоизвестным третьестепенным фараончиком, этаким древнеегипетским NPC, вплоть до начала 20 века. Более того, даже высказывались сомнения в реальности его существования. Почему так? Религиозные верования египтян, крепко завязанные на жизни после смерти, побуждали их готовить плацдарм для загробного чада-кутежа сильно заранее, фактически как только появятся ресурсы. А у Тутанхамона с официальной гробницей не сложилось. Ту, что строили под молодого царя, закончить не успели. Видимо, смерть была скоропостижной. А положили его в чью-то чужую, спешно оборудованную под царские останки, гробницу небольшого размера, в которую планировал улечься кто-то менее значимый. То есть археологи совсем никак не ожидали увидеть столь важные мощи в столь незначительном месте. И не только они. Гробница настолько неприметна, что за тысячи лет до нее не добрался ни один охотник за сокровищами. Именно поэтому она и сохранилась так хорошо. Да, по поводу смерти юного фараона стоит добавить, что даже погиб Тутанхамон то ли от малярии, то ли от травмы во время охоты, то ли от генетического заболевания. В общем, на фоне того, как гибли ближайшие его родственники, тоска смертная. Непримечательный фараон, сидя в загробном мире в непримечательной гробнице, вряд ли ожидал, что обретет настоящую популярность по прошествии тысячелетий. Восхищенные археологи обнаружили практически нетронутую гробницу, оказавшуюся гробницей целого фараона, которому для комфортной загробной жизни вельможи аккуратно положили сотни предметов искусств и быта Древнего Египта. Позолоченную колесницу, там без нее никак, знаете ли, кресло, кровать, светильники, украшения и, конечно же, пучок волос бабушки Тии, куда более крутой в фараонском плане. Видимо, чтобы рано ушедший из жизни Тутанхамон не забывал, что он так-то не лыком шит, а представитель славного рода. Ученые назвали эту находку одним из величайших событий в истории археологии. Они были счастливы и богаты, причем, скорее всего, куда более счастливы, чем был при жизни объект их исследований. Но настоящая слава, повлекшая за собой многократную цитируемость везде, где угодно, пришла к Тутанхамону вместе с проклятием фараона. Газеты сообщили о безвременной кончине лорда Карванона, финансировавшего археологическую экспедицию, а также 22 его коллег,
13 из которых присутствовали при вскрытии гробницы. Мол, разгневанный фараон начал мочить египтологов, почем зря, ну правильно, они же забрали его позолоченную колесницу, а дел в загробном мире не так, чтобы много. Поговаривали, что проклятие передается через какую-то заразную болезнь, причем заражает она лишь тех, кто приложил усилия к исследованию имущества упокоенного. По факту же заразились лишь мировые СМИ, перепечатавшие замечательную историю в тысячах одинаковых публикаций. А сенсация оказалась не просто уткой, а целым селезнем, ведь средняя продолжительность жизни скоропостижно умерших от проклятия ученых составила 74 года. Всем бы так в начале 20 века скоропостижно умирать. И только один исследователь предположил, что к кончине некоторых из ученых приложил свои митохондрии некий грибок, в обилии существовавший во вскрытой гробнице. Впрочем, это тоже всего лишь теория. Резюмируя, можно сказать лишь одно. Для того, чтобы стать известной исторической личностью, притчей во языцах, грозным фараоном и особенно героем многочисленных голливудских фильмов, не обязательно быть мощным государственным деятелем или даже просто крутым чуваком. Иногда достаточно лишь рано умереть и быть похороненным в удачно-неудачном месте. Ну а белки-истерички из мировых СМИ свое дело сделают, как всегда. Если вам понравился этот выпуск, ставьте лайк и обязательно подписывайтесь на канал. Впереди вас ждет еще очень много всего интересного, ведь уже завтра начнут выходить короткие видео по теме этого выпуска. А в следующем видео будет увлекательный рассказ об одном мужчине с довольно низкой социальной ответственностью, который сократил школьную программу по литературе в русскоговорящих странах, навскидку где-нибудь на треть. Догадались про кого? Пишите в комментариях.